Уважаемые друзья, здравствуйте! Здесь можно получить расклад на предстоящую неделю. Как всегда, со мной карты Таро или Норман, чтобы просмотреть для вас советы от высших сил, от ваших ангелов-хранителей, от хранителей рода, чтобы посмотреть, как будет дальше, чтобы приготовиться к каким-то хорошим событиям, и чтобы планировать свою неделю. С такими раскладами мы становимся более организованными, живем более целенаправленно. Это очень полезно. Это как ежедневник, как дневник. Итак, первый раз можно, конечно, смотреть для расслабления, для удовольствия, чтобы получить помощь и отдых. А второй раз я советую, или прямо первый, смотреть расклад с вашим дневником, чтобы планировать каждый день недели и записывать важные параметры. Эти карты, они будут как живые друзья, которые, знаете, знают лучше, чем мы, потому что они видят все более полно, жизнь видят лучше. Итак, это Ленорман. Будет слева Ленорман, а справа Таро. Колесо года. На дне колоды был король Пентаклей. Неделя обещает быть денежная. Я очень рада. Вы знаете, как бывает так, что что-то проигрывается с одной стороны, что-то с другой. Поэтому я советую вам смотреть, а потом определиться, что второе, что в Ленорман лучше для вас. Посмотрите, это карта башня. Уйдут какие-то проблемы. Какая-то важная очистительная неделя. Ну вот, я уже приготовила карты. И мы с вами будем начинать. Давайте брать на понедельник. Одна карта из Ленорман на понедельник. И одна карта из Таро. Вот, Таро нам показала восьмерку Пентаклей. Это очень хорошая карта. И она говорит о том, что понедельник – денежный день. Вы его проведете очень продуктивно, и вы можете очень хорошо заработать в этот день. То есть у вас может появиться какой-то хороший заказ, или же вас заметят где-то в соцсетях и захотят у вас что-то купить, то, что вы умеете делать. Это может быть премия на работе, это может быть зарплата, это может быть подработка какая-то появится. Вы это делаете с удовольствием, и вас заметят, и у вас вот пойдут с этого дня заказчики хорошие, если вы работаете в заказах. Но если вы работаете на предприятии, то вас заметит начальник и повысит вас. Это какие-то деньги. Также эта карта говорит, что все покупки, которые вы сделаете в понедельник, будут очень удачными. Они будут куплены за хорошую цену, и сомневаться в этом нельзя. Нужно обязательно искать то, что вам нужно, и за хорошую цену найдете. Карта Ленорман показывает крест. Но крест-карта сложная, она бывает, показывает, что «Эй, давайте не будем грузить каждый день особенно», да? То есть ежедневный крест – это легкий крест, крест одного дня. Но если мы хотим в один день сделать больше, чем мы можем, у нас нагружается наш крест. То есть эта карта может разное показывать. Ну, во-первых, это шестерка трефовая. А трефовая шестерка часто говорит о том, что у вас после обеда может быть какой-то серьезный разговор, крест как серьезный разговор, или же какие-то дела будете серьезные решать. Вот эта карта себя открыла. И сейчас я больше вам расскажу на эту тему. Карты сегодня прыгают. Давайте еще одну возьмем на понедельник, потому что крест вышел, нужны дополнительные карты. Теперь я вижу. Смотрите. Потому что будут деньги, будет работа. Я бы сказала, что будет много работы. Вот нагружайте себя чрезмерно. Эта чрезмерная нагрузка, она может привести к тому, что вы просто устанете. Поэтому не берите на себя лишнюю нагрузку. Обещайте людям только то, что можете выполнить. А то, что не можете выполнить, говорите прямо, что сегодня я это сделать не смогу. Придите в другой день. Вот это очень просто. Крест и гора говорит, что не нагружайте себя тем, что для вас сложно. Может, людям это и нужно, но если вы знаете, что вам это сделать сложно, и вы не будете радость получать от этой работы, лучше отказаться.
Потом вот эта карта, развилка, если мы отложим карту Гарана, показывает, кстати, тоже на дела, потому что трифовая масть. Тоже иногда трифовая масть показывает на семью. Вот в семье кто-то может вас нагрузить чем-то, попросить об каком-то одолжении. Но это уже вы по желанию, конечно, но смотрите, не перетруждайтесь. Развилка. Развилка вместе с крестом иногда показывает, что кто-то, какой-то недоброжелатель хочет вам дороги перекрыть. Что такое перекрыть дороги? Ну, это такие старинные слова, но на самом деле перекрыть дороги нам хотят те люди, которые хотят нам сказать: да у тебя не получится, ты в этой области не сможешь. То есть люди в вашем обществе, кто хочет вам внушить какую-то мысль по карте крест, чтобы перекрыть вам какую-то дорогу по карте развилка, а потом по этой дороге самому пойти. Знайте, что человек не очень умный, потому что мы не можем пойти по дороге другого человека. Каждый должен свою дорогу в жизни проходить, да, своими ножками протопывать. Здесь тоже может быть какой-то недоброжелатель, какой-то человек, который что-то вам внушает, и вы доверяете ему. Это может быть родственник, который внушает что-то. И вы доверяете, информация ложная, информация вам не на пользу. Так что в понедельник не все воспринимайте на веру, проверяйте все. Вот такой день, сложноватый, но денежный. Сложноватый день, но денежный. Смотрим на вторник. Что вторник принесет? Хорошая карта. Это восстановление иммунитета, это крепкое здоровье, это разговор с любимым человеком. Семерка червовая – это всегда общение, это встреча. Это встреча с кем-то, кто вас любит, кто ради вас на все готов. И это может быть или родственник, или родственная душа, или встреча какого-то человека, который о вас заботится. Это помощь Вселенной. Карта дерева – это очень хорошая карта. Во вторник закладывается фундамент вашему сильному здоровью на будущее. Сейчас здоровье так актуально, очень актуальная тема. Вторник – такой день, где нужно придерживаться здорового питания, вы как знаете, все это сами. Но во вторник можно начинать какую-то новую практику здоровой жизни, которая вам поможет в будущем. Давайте возьмем на вторник одну карту Таро. Она уже вышла сама, выскочила. Это карта, вот видите, справедливость. Очень хорошая карта. Очень хорошая. И в этом Таро интересно, что справедливость говорит, в каждый сезон все хорошо. Все, что происходит, все хорошо. В каком бы возрасте вы сейчас себя не нашли, все идет вам на пользу. Вы знаете, можно выглядеть, как говорят, вы относительно своему возрасту так и так выглядите. А вы красивая в любом возрасте. Вот эта карта справедливого отношения к жизни. Вторник – это такой день важный, потому что старший аркан, где вы найдете справедливое отношение к себе. Вам, например, по справедливости вернут долг или сделают обещанное, наконец, выполнят свое обещание кто-то по отношению к вас. Вы найдете какие-то новые родственные связи. Понимаете? Это когда все по справедливости. Дерево ведь это натуральные законы Вселенной. Все по справедливости идет. Вы вкладывались, вы работали, вы старались, вы получаете результат. Это активный день, и он очень успешный, такой плодотворный. Вот по карте дерева я бы сказала плодотворный день. Ну а по карте справедливость это, конечно, то, что вы долго работали над этим, может, давно какой-то проект делали. Во вторник уже будет первый результат, и вы скажете: ну наконец-то получилось. Вот это справедливость карта на один день такая, да. Она также говорит, что будьте справедливы к себе, не ругайте себя, жалуйте себя, заботьтесь во вторник о себе. Вообще заботьтесь о своем здоровье, вот вторник, да. Потому что это такой день, когда закладывается какой-то сильный фундамент вашего будущего здоровья. Вы знаете, здесь карта весов, видите? Так что здесь вот на одну веху весов вы вкладываете силы на какое-то дело или помощь родственникам, родным или на работу, а на другую веху вы вкладываете себя, потому что все, что мы делаем, мы вкладываем свою энергию. Так что подумайте, стоит вам это делать или нет, выгодно или нет. Если вот эти
вехи весов, вы считаете, они сбалансированы, делайте это. А если вы чувствуете, что нет, я вложу здесь слишком много, а оплата будет не такая, как я рассчитывала, подумайте дважды. Потому что так бывает, мы кому-то помогаем, и нас просят, и нагружают еще больше, 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 пока мы вот под этим грузом не начинаем портить свою осанку, можно подумать, да, вот здесь вот такая вот стройная. Может, какое-то упражнение для осанки сделайте во вторник в первый раз, отжимание там какое-то, а потом это войдет в привычку, у вас осанка улучшится. Но осанка еще зависит от того, как вы нагружаете себя эмоционально, ментально, физически. Главное себя не грузить эмоционально слишком не нагружать себя и побольше отдыхать. Здесь карта баланса. 11 номер – это мастер номер. Вы себе господин дважды, потому что мы всегда в нумерологии смотрим по римским цифрам. И цифра 11 – это вот 2 единицы, да? 2 единицы. Даже, кстати, вообще 2 единицы – это 11. Так что смотрите, обращайте внимание на это. А еще единица по-римски у нас перекрещенная, вот 2 единицы, еще одна, да? И очень важно знать, что перекрещивание вот такое – это же магический инструмент. Я могу, я сильный, или скажу нет тем, кто негативит. И один я господин своей жизни. Вот вам придется во вторник принимать какие-то решения, где нужно будет доказать, что вы господин своей жизни. И никто вам не указ. Такой важный у меня, мягко говоря, день. А вообще день очень мощный, вторник. Старший аркан вышел. Давайте смотреть на среду. Одну карту Ленорман. Карта тучи. Она показывает, что в среду кто-то захочет затуманить вам голову, внушить что-то. Но так часто бывает. Теперь такое время, век информации, да, и часто информация, которая к нам приходит, она либо ошибочная, либо она нарочито заранее, те, кто нам дают информацию, хотят нас использовать, хотят, чтобы мы были слабые, хотят, чтобы нас завести в какую-то мыслекрутку неправильную, чтобы пока мы будем раскручивать этот клубок, чтобы сделать что-то, что нам не нужно. Поэтому будьте внимательны. Это деньги не стоит покупать ничего. Что касается, вам обещают хорошую цену, вам обещают скидка только на сегодня. Это всегда обман. Скидка на сегодня – это обман. Всегда завтра будет лучшая цена. Покупайте только то, что вам нужно. И то, что вы хотите, а не то, что вы чувствуете, что выгодная цена. Потому что это обманщики некоторые есть люди. Туман – это временная такая туманная погода, когда не видно, что делать. То есть в среду это такой день, что лучше не принимать никаких решений, а подождать до четверга. Будем смотреть, что на четверг. А пока на среду. Я еще беру на Таро на среду. Смотрим, что скажет Таро на среду. Это карта Шут, еще один старший аркан. Это очень хорошо. Потому что Шут говорит, что да, действительно время обнулиться. Не зря там вышла карта тумана, карта тучи, карта того, что может быть, кстати, относительно мужчины кто-то даст вам ложную информацию. Такое тоже может быть. Вы знаете, карта Шут, она хороша для того, чтобы что-то начинать. И начинать всегда надо с ощущением «я это делаю в первый раз». Если действовать по шаблону, я это уже делала, у меня не получилось, у меня опять не получится. Вот этот шаблон никому не нужен. Он нас посылает в прошлое, даже если прошлое было успешное, это в любом случае был вчерашнего дня успех, вы его повторить не сможете. Карта Шут говорит, рассматривай свой день как свежий день. Свежий день, свежее начало, здесь свежие заказы, свежие мысли по поводу продвижения себя в работе, по поводу приятных покупок, приятного знакомства или же взаимодействия с другими людьми. Шут – это когда вы обнулились. То есть у вас вот нет представления, что этот человек значит, что этот нет представления. Вы все видите как в первый раз. Некоторые тибетские монахи на это тратят всю свою жизнь, чтобы вот так обнулиться, как карты показывают. Да, а мы с вами можем по магии вот так это сделать. То есть некоторые действительно есть такие традиции, всякие монашеские традиции в любой религии, где происходит вот это обнуление, когда человек, он хочет смотреть на мир как в первый раз, глазами новичка. Но вообще всегда так нужно смотреть, иначе все новое не заметишь, пропустишь.
будешь как бы искать то, что уже знаешь. Знаете, это когда вы купили красную машину, и вы выехали в первый раз, и видите, все машины красные почти. Это означает, что у вас вот что на уме, то и есть, понимаете? А это карта новичка, она говорит, смотрите, если вы будете смотреть на мир каждый день глазами новичка, вы заметите то, что другие не могут заметить. А когда вы заметите то, что не могут заметить другие, для вас откроются шансы на новый заработок, новые заказы, новую интересную жизнь, пополнение в ваших ресурсах. То есть, в общем, очень у многих людей затуманенная голова. Они видят все, ищут то, что уже знают. Только у некоторых, кто очень умный, а это вы будете наверняка, взгляд свежий, и вы видите то, чего вы раньше не видели. В среду будет у вас возможность получить новый заряд энергии, увидеть возможности там, где раньше их не было. А это что касается и недвижимости, и личной жизни, и финансов, и работы, и здоровья. Вы увидите возможности там, где раньше вы их просто не замечали. И я больше чем уверена, что это будет вам на пользу. Так что воспользуйтесь, дорогие мои. Очень, очень дельные советы вам были даны на среду. Ну, смотрим на четверг, мои дорогие. Что четверг принесет? Эти карты такие умные. Это карта дом. Четверг вот такой домашний день. Приятный, спокойный, медленный, в кругу семьи, среди своих любимых вещей. Там, где вы отдыхаете. Пользуйтесь своими любимыми вещами. Сейчас у нас в шкафу там где-то что-то лежит. Любимая чашка, может теперь новая. Вот я вчера разбила свою любимую чашку, из которой я пила кофе несколько дней. Несколько лет, ежеутренне. Ну, конечно, расстроилась вначале, а потом подумала, ну, значит, так нужно, пора новую чашку заводить. Либо найти, может, где-то в закромах у себя такую чашку, которой я уже давно не пользуюсь, и обновить ее. К чему это говорю? Четверг – домашний день. Среди ваших любимых вещей, среди ваших любимых людей, среди вашего богатства, среди вашего скарба любимого, там, где все родное. Ну, это, конечно, встреча с домашними, это разговор по душам, это отдых дома. Мы вообще не умеем отдыхать, люди, в наше время, совершенно не умеем отдыхать. И я скажу, что четверг – это день, когда вы вспомните, что нужно уметь отдыхать. Это, вы знаете, конечно, отдых – это переключить активность, это не обязательно пассивно. Если вы работаете, например, где-то, ну, столеваром, или же, знаете, в топку уголь поставляете где-то в поезде, хотя, наверное, таких работ уже нет. Уже столеварами скоро будут работать роботы, что, кстати, хорошо, потому что это очень тяжелая работа и быстро изнашивает организм. Вот у моего мужа, отец, он был столевар, это очень тяжелая работа, я знаю, не понаслышке. Так вот, да, будет уже лучше, потому что людям не нужно будет такую работу выполнять, а не здоровую для организма. Но я имею в виду, если у вас работа, ну, почтальон вы, очень вы много двигаетесь, тогда отдых должен быть такой пассивный. Но если у вас, например, работа компьютер, да, или еще что-то, тогда просто нужно переключить активность. Ну, например, в саду поработать, в доме порядок навести. То есть активный отдых. Потому что телу нужно движение. В четверг это важно знать. А еще ты любимый мужчина. Он вас любит, обожает, он готовит вам какой-то сюрприз. Это же король червовый, любимый мужчина. Девочки и мальчики, это королева жезлов. Он у нас червовый король, а вы королева жезлов. Шикарная пара. Вы шикарная пара. Ну, конечно, королева жезлов – это о вас, кстати, независимо, мужчина вы или женщина. И королева жезлов говорит о том, что к вам вернется ваша сила. Четверг – это такой день поработать с удовольствием, отдохнуть, восстановиться, получить обратно силу, получить обратно то, что вам по праву принадлежит. Кто-то вам вернет долг, кто-то вам заплатит, кто-то вернет то, что забрал. То есть будет возврат вашей силы, ваш дом восстановится. Кстати, в дом очистится от негатива.
и вы тоже очиститесь от негатива. Какие-то упражнения для души и тела, может быть танец, может быть что-то. Просто танцевать с радостью. Сказать, как хорошо, что я вот увидела этот расклад, и как вы видите, вы здесь улыбаетесь. Смотрите, какая вы прелесть. Вы улыбаетесь, к вам сила вернулась. Это надеть красный наряд или оранжевый. Это может быть заняться чем-то в саду, чем-то. В любое время года есть что делать у себя на участке, если даже он маленький. Может быть, замести участок, что-то такое небольшое, возле двери убрать. По сезону может какой-то орнамент выложить на улице возле двери. Это очень все мило и приятно. То есть заниматься домашними делами. Видите, здесь такой орнамент. Вот, кстати, я о нем говорю, я его даже не увидела. Ну, потому что ко мне же приходит это все через источник света. Видите, действительно орнамент какой-то возле порога или центр своего стола, что-то такое выложить красивенькое, да? Очень хорошо, я очень рада. Ну что ж, замечательно. Теперь будем смотреть, дорогие мои, на четверг. Я начинаю с Таро. Или Норман здесь подождет. Итак, что у нас будет в пятницу? О, карта сама себе показала. Двойка пентаклей. Двойной источник дохода. Пятница хороший день для заработка, для хороших покупок, кстати, по выгодной цене. Это заработок, это удачные покупки, это что-то очень приятное. Это очень хороший день, я рада. А здесь, может быть, опять же, или долг вернут, или вы что-то удачно купите, или вам заплатят, или вам дети, родители денег подбросят, так говорят, дадут. Или ваш любимый человек какой-то подарок принесет в дом, какой-то сюрприз готовит. Вы себе купите что-то милое, что-то нужное, то, что закончилось, там помада закончилась. Можно купить из другой компании помаду, кстати, не обязательно все время одну и ту же, да? Пятница, медведь, сильный день, начальник заметит, повысит. Конечно, это карта начальника. А вы вообще, главный человек, вы начальник своей жизни, никто вам не указ, никто не может вам говорить, что делать, как жить. Карта семейная, трифовая масть. Десятка семейная – это всегда начало каких-то новых радостей в семье, в доме, бытовых каких-то удовольствий. Или же, например, когда все устраивается в доме, когда каждый член семьи знает, что нужно делать, никто не наступает на больной мозоль друг другу, да. То есть люди поддерживают, знаете, можно сказать, уважение друг к другу. Вот медведь, когда медведь в пространстве, весь лес его уважает. Птицы даже перестают особо петь, потому что они думают, мы же не главные. Я знаю, не понаслышке, потому что живу-то я в медвежьей стране, если вы не знаете, да, в сибирской медвежьей стране. Вот, и здесь медведь на скале, то есть у вас будет опора, это день опоры, надежности. Опора – другой человек, ваш любимый человек даст вам опору, надежную поддержку, может профессионал какой-то поможет. Но это тоже крепкое здоровье, сильный иммунитет, это прекрасное состояние духа, хорошее настроение, уверенность в себе, еще и заработок. Это прекрасный расклад на пятницу. Я очень рада это все видеть, замечательно. Будем смотреть на субботу. Не у всех это выходные. У меня вообще выходных нет. Я так люблю работать, я работаю каждый день. На выходных я могу просто работать меньше. Напишите в комментариях, а когда у вас выходные. Теперь весь выходные у всех в разное время. И часто бывает так, что человек, если работает на себя, или некоторые компании позволяют уже вам из дома немного работать, да, вы сами решаете, когда работать, когда нет. Но во всяком случае, по традиции, в субботу выходной день. Да, смотрите, это прекрасная карта, это карта отдыха, нежного такого родительского отношения к вам. Может быть, мать вас поблагодарит за что-то или ласково выслушает. Это связь с родом. Может присниться сон, может какая-то мысль будет о ваших предках. Зажгите свечу, сделайте небольшой ритуал. Поблагодарите предков за силу, за их любовь. Потому что восьмерка червовая – это же любовный разговор. При Луне любовный разговор с милым другом. Вот это может тоже проиграться так. Это нежная карта. Кстати, карта перемен. Ведь Луна же все время в разных фазах. Поэтому это карта перемен. Очень хорошая карта.
Что еще Луна может означать? Такую медленную какую-то ночь. Подумать о себе. Поскольку Луна вообще в любой натальной карте человека, это всегда напитать себя, дать себе любовь, дать себе то, что нужно, позаботиться о себе, да. Суббота — день позаботиться о себе, можно сказать. Хороший день. Лунный свет — это женский свет, внутренний лунный свет. Это нежный свет, заботливый свет. Вот озарить свой внутренний мир таким нежным, заботливым внутренним светом. Следующая карта. Семерка меча. И мечи — это какие-то заботы, волнения, это какие-то проблемы, которые нужно решать. Смотрите, не поссорьтесь с родными и домашними в субботу, потому что семерка меча иногда говорит о зависти. Эта карта иногда говорит о зависти, о том, что есть люди в вашем окружении, кто, может, вам завидует. Это могут быть братья, сестры, ну, в общем, какие-то родственники. И эти родственники следят за вами, может, в соцсетях, но вы не бойтесь, главное. Потому что если вам завидуют, здесь, кстати, вот может быть, вы будете печалиться, волноваться из-за того, что вам завидует кто-то. Если вам завидуют, значит, у вас лучше, чем вы думаете, все идет. Часто мы сами не ценим своих достоинств, и те люди, которые нам завидуют, они верят в нас больше, чем мы в себя верим. Поэтому зависть других людей можно использовать себе на пользу, ну, как по законам айкидо. Я возьму еще дополнительную карту. Как по законам айкидо, когда сила энергии противника используется себе на пользу. Это такой закон есть. Так что не волнуйтесь. Вот видите, вот этот павлиний такой хвост здесь говорит о том, что вы красавица, вы умница. Есть люди, которые думают, что вот мечтают, чтобы быть похожими на вас. Такое тоже может быть. Это карта суд, старший аркан. И старший аркан суд часто выходит тогда, когда вам нужно возродиться. Вам нужно возродиться от этой зависти людской, от людских сплетен, наговоров, всевозможной отрицательной энергии других людей. Вам нужно уходить от этих отрицательных мыслей, от отрицательной энергии других людей. Это карта возрождения, пополнения сил, восстановления организма, невзирая на лица, потому что вы ответственны за свою жизнь. Вот это ваша личная жизнь, вы за нее в ответе. И никто не может вам помешать. Главное не бояться врагов. Вообще эта карта очень хорошая, потому что у Rider-Waite в основном колоде, да, основная колода, на которой все другие основаны. Там у нас на карте суд есть Архангел Михаил, который поднимает вас и говорит: давай вперед, я в тебя верю, ты победишь. И Архангел Михаил, у него всегда солнце, круг и с точкой, прямо на лбу солнце. То есть путеводная звезда, успех. Вас ожидает успех. Уже в субботу закладывается ваш будущий успех. Нужно верить в себя. А если нет этой веры, и, может быть, есть страх других людей, негатив от других людей, вот эта карта передает негатив от других людей. Если это есть, попросите Архангела Михаила помочь вам. Он, конечно, поможет. Это вам гарантируется. Ну вот, это суббота была. Будем смотреть на воскресенье. Какая карта вам поможет понять ваше воскресенье, поспособствует вам. Карта гроб вышла. Неожиданно, правда? Вы скажете, ну такая карта страшная. Эта карта не страшная. Она говорит: закройте свой кошелек, не покупайте ничего в воскресенье. Можно прицениться, посмотреть, что есть в том другом магазине. Так называемый window shopping. Но не покупать ничего. Денежки берегите. Видите, эта карта денежная, потому что здесь у нас ведь девятка бубновая. А девятка — это полноценный номер. У вас будет много денег, если вы не будете ничего покупать в воскресенье. Видите, как Ленорман может считаться? Это много денег, девятка бубновая. Это полнота денег, когда полный кошелек денег, если не будете делать необдуманных покупок. А сейчас я еще одну карту возьму на воскресенье. Будет свидание. Ничего не покупайте, потому что вам дадут подарок, вам это купит кто-то другой. Вот это, что вы хотели себе купить, свои денежки сэкономили, не купили, даже если там предложат хорошую цену, все равно не берите.
Потому что вам или родственник какой-то, или любимый, или дети, родители, вам готовят подарок. Вот это, что вы хотели себе купить, вам готовят подарок. Но это, конечно, и встречи, и свидания. В воскресенье запросто будет встреча. Девятка червовая – это близость, это любовь, это встреча с кем-то любимым. Или, может быть, новые знакомые, с которым будет прекрасно складываться все, и вы будете партнеры дальше. Всегда всадник приносит хорошие новости. Хорошие новости. Вы избавляетесь от страхов. Гроб иногда показывает ваши внутренние страхи. Вот здесь вы избавляетесь от всех своих страхов. Так все просто. Давайте спросим у Таро, что еще на воскресенье вам нужно знать. Какие у вас еще будут дела? Что еще хорошего хотят карты сказать? О, это еще лучше. Это туз пентаклей. Очень хорошая карта. И туз пентаклей говорит, что именно в воскресенье вы сможете что-то начинать новое. То, что принесет вам много радости. Конечно, начинать отношения можно. Переставить все в доме, обновиться. Начинать какую-то новую практику по уходу за собой, практику по лучшему питанию, по лучшему режиму дня. Но это нам, девочки и мальчики, всем нужно обязательно. Такая планомерность, такая организованность. Ну вот я и делаю на каждый день недели, чтобы организоваться нам с вами, да? Ну что же, это венок, просто лавровый венок удачи и успеха. Это то, что у вас будет все замечательно, вы будете счастливы, вы добьетесь полного благополучия. Вселенная вас любит, Вселенная вас заботится. Вселенная посылает вам все самое лучшее, самое-самое лучшее. Конечно, туз — это начало, а пентакли — это начало денег. Это начало денег. Может, вы собираете на что-то. Правильно, это первый день с почином, как говорят, с началом того, что вы собираете на что-то, то, что вы хотите для себя. Или вы собираете благословение свыше. Ведь пентакли — это не только деньги, это радость и удовольствие, это помощь. Кто-то вам окажет помощь, какой-то мужчина, может быть, или другой человек, родственник. Кто о вас заботится, тот человек окажет вам неоценимую услугу, какую-то помощь вам даст. Ну вот, это не день покупок, это день, может быть, собирать на что-то, это день, может, новое какое-то дело делать, которое потом будет деньги приносить, и приятные встречи. Вот какой расклад интересный, да? Я очень рада. Девочки и мальчики, пишите. Пишите, как вам помогают мои расклады. Мне очень интересно читать. Если вы не можете писать, у вас нет почты Gmail. Открыть эту почту очень просто, и вы сможете писать мне, чтобы у нас был еще сильнее контакт с вами ближе. Вы для меня близкие, любимые мои люди. Я вас обожаю, желаю вам счастья. И я точно знаю, что у вас все будет замечательно. У вас все будет просто хорошо. А еще я точно знаю, что мы с вами очень скоро увидимся на моих других раскладах. Делитесь моими видео с друзьями, ведь это всем может помочь, правда? Также ставьте лайк или дизлайк, оценивайте мою работу. Это хорошо для вашей психики. Эмоции нужно выражать, то есть поставить пальчик вверх или вниз. А также подписывайтесь на канал, если не подписаны. Здесь все для вас. И не нужно ни за что платить, потому что дружбу не купишь ни за какие деньги. Я делаю только общие расклады, потому что верю, что с интернетом, с тех пор, когда стали общие расклады доступны, можно столько помощи получить на общих раскладах, что деньги на это тратить не нужно. Но это мое видение такое, у всех оно разное. И все бывает. Я уважаю всех, кто работает по разным принципам. Ну вот у меня такой принцип. Так что я верю, что мои общие расклады, они еще лучше, чем заказанные. Поэтому заказы я не принимаю, делаю только общие. Все для вас. Люблю вас, обожаю. Я вас чувствую всех. Я знаю точно, что вы будете счастливы. Обязательно. Я знаю точно, что мы с вами очень скоро и обязательно увидимся. Пока-пока, друзья.